У меня рука держит без перчатки. Ну, Да, я подержу. да не надо, Никита, ее надо, если что, отпустить. Вдвоем мы можем не успеть. Ты скажешь, Так я пока дойдет до твоего мозга, пока добежит до нервный импульс, пока до руки, блин, оп. Не, лучше я сам. Я потерплю. Просто если была перчатка, мне надо было терпеть. Я забыл их. Я просто ты забыл. можешь тряпкой держать. Да. Она мокрая. Испытание лодки, блядь. Сразу по максимуму. В первое же плавание мы нагружаем наш шверт и швертовый колодец. Думаю, что максимум даже нас не затапливает абсолютно. Так Но что это потому что и мастерство углевого. Ну да, помнишь, мы ходили год назад, там джакузи такая была. А что он нам мигает? Это угловоотражатель или что? Нет, просто солнце прям в лобовое стекло попало, и так попало, что прям нам в глаз ничего отразилось. Все, видишь, больше не мигает. Мы ушли с этого направления. Ты сядь спиной к ветру. Вот смотри туда, на солнце. Вот так вот, ага. Это неинтересно. Неинтересно? А, интересно вперед смотреть. Зато ты на буруны смотришь задничные. Да что там? Ну тогда можешь одну ногу туда перекинуть, сесть спиной к ветру, ногу, одну вот эту ногу туда, а эту сюда, вот так вот. Вот. И тогда это вот тебе заслоняет. Ой, извини, пожалуйста. Блять, тряпкой помолоти. Но я себе тоже попал. Ну ладно, погнали. Да, да, Никита, если мы не утонем в этот раз, то нам будет что зимой смотреть. А я боюсь, что и мы в этот раз тоже не утонем. Все бы нам тонуть тут в спас-жилетах. Да и ветер хоть слабенький в этот раз. О, как он дует, как он дует. Так, Никита, вот видишь, от гика блок и черная веревка, да, идет вниз, ниже, ниже, ниже. Кончик болтается. Натяни его и резко вниз. Вверх тяни, вверх, параллельно, параллельно тяни. Все, вниз. Понял, да? Да. Тянешь вверх, а потом резко вниз, чтобы заклинило. Все, хватит, достаточно, по-моему. Ты уже поднатянул. Видишь, я вот сейчас в паузу сбросил. Уж нас хотела перевернуть. Мы не сдаемся. Ну что, цикуны, блядь, слабо в море выйти, вот такой ветер, стоят там все у пирса с опущенными парусами. Один Вовка с Никиткой фигачит по волнам. Интересная скорость. Скорость офигенная. Сейчас, у меня просто рука соскользнула.
Да. Все равно тренер. Ну, пока крен контролируемый пока у нас. Жопа. Очень мокрая. Нам надо будет спуститься почти под самый берег, а вдоль него пойдем уже к пирсу. Сейчас не можем? Нет, мы не попадем в пирс. Никита, вот позже ориентир, мы можем идти вот перпендикулярно вот нашему направлению. Посмотри, вот перпендикулярно, вот в левую сторону. Вот только в этом направлении мы можем пойти. Ну так, грубо. А что это не натянут? А? А что не натянут передний парус? Почему? Нормально натянут, он работает. Первый строк. А, так это его так ветром гнет. Он так мачту гнет, что передний шкот, не шкот, а штаг провисает. Его пропал сильно тянет. У нас же, видишь, опять может такая быть ситуация, что у нас опять мачта вперед завалится. Помнишь, у нас как это самое провисло, и она вперед завалилась. Сейчас немножко подумал об этом и сбросил нагрузку на парус. Она, конечно, так хорошо идет, но, блин, мне что-то опять, как я вспомню, такая стрёмно стало. Просто нам новую мачту уже никто не сделает. Ой, блядь. О. Никит, я тебе обязательно дам порулить, но не в такую погоду, Никит, ладно? Да, неинтересно. Нет, ну ты сначала должен хоть какие-то динамические навыки получить, ну честно слово. Я не виноват, откуда такой ветер сильный взялся. Его же не было. Днем, вот днем если бы ходили, я бы тебе дал порулить. Обрати внимание, мы уже засекли, что